Хорошая SSD на 1,5 байта. Вы его покупаете, вставляете в компьютер, включаете, ставите пару игрушек и... Выясняется то, что даже этой памяти вам не хватает. И я уже не говорю про тех пользователей, у которых меньше четверти терабайта. Тут, кстати, хранятся у меня материалы для видео. Что ж, давайте узнаем, сколько весит самая тяжелая и самая легкая игра в мире. Что такое эти ваши гигабайты и игры меньше, чем на 1 килобайт. Поехали. Давайте же начнем с самых тяжелых игр. Конкретные места я расставлять не буду, потому что проверять это все долго и непонятно. Результаты постоянно обновляются, и они могут быть некорректными. Можно ошибиться. Неправильно. А старым сайтам и нейросетям доверять не буду. Иди там со своими буквами. Что ж, давайте узнаем самые тяжелые игры. А начнем мы данный список с игрой Final Fantasy 15 с текстурами покруче Real Life. А также с DLC. Это очередная игра Final Fantasy, которая весит 150-170 гигабайт. Согласитесь, достаточно много, учитывая, что у некоторых смартфонов только 128 гигабайт памяти. И поэтому, пожалуйста, не покупайте маленький SSD! Потому что в нашем современном мире каждая вторая игра в Steam весит 100 или больше гигабайт. Но согласитесь, 150 гигабайт это как-то маловато, что ли. Давайте перейдем к чему-нибудь более крупному. Например, Microsoft Flight Simulator, размер которого 200-240 гигабайт. Но, возможно, вы знаете, если загрузить все файлы из облака, получится свыше 2000 гигабайт. Ой, точнее не гигабайт, а терабайт. Это объясняется тем, что игра, по сути, это симуляция полетов по всему миру, и можно найти свой дом, а также повторить нулевые. И эту игру уже не подтянут компы тех, у кого четверть гигабайт памяти. Но согласитесь, 200-240 гигабайт это тоже как-то мало. Что ж, чуть превосходит эту игру Quantum Year, который весит 250 гигабайт. И вообще я был хз, что это за игра? Поискав о ней инфы, я узнал то, что это шутер с высокой оценкой, прямо как оценка моей внешности. В любом случае, это получше всех наших самооценок вместе взятых. Так что не выпендриваемся. Но о самой большой игре в мире я могу сказать уж точно. Она не имеет каких-либо облачных хранилищ, но имеет DLC. Встречайте, АПК игра. Стоп, что? Нет, ARK Survival Evolved и... Короче, я буду ее называть просто ARK. С допами она весит 341-400 гигабайт. Я просто промолчу, потому что даже моя секретная папка весит меньше. Ой, стоп, что? Я открою ее? О, нет. А вы что подумали, я храню? Вообще, опять игра, где наделали кучу бесполезных допов и продают нам за... Купить по цене рулона туалетки. Что ж, с большими играми разобрались. Но что же с маленькими играми? Как твой Пенсил. Для поиска маленьких игр нам может подойти смартфон. Просто заходим в Play Market и впишем 1 мегабайт игра. И нам сразу же вылетает несколько результатов. Но их все же мало. И в основном они выглядят вот так. Еее, классно! А если серьезно, чтобы скоротать где-нибудь время, такие игры отлично подходят. Особенно, когда мало места на телефоне. Но из всех этих игр выделяется одна. И хоть она и весит чуть больше, она все же будет лучше. Cityblock. Классная игра для своего размера, и которая затянула меня на несколько десятков минут. Весит 1,5 мегабайта. Вы меня спросите, а в чем особенность этой игры? Что ж, она выполнена в 3D. Вау! Я бы назвал эту игру GTA, но ты не Тревор. Тут можно ловить преступников, возить людей на автобусе, работать в поле, а также тушить пожары. Миссии можно переигрывать. В принципе, игра имеет довольно большую карту для своего размера. И скоротать время где-нибудь в поездке будет довольно прикольно. Мне понравилось, в принципе. Но знаете, 1,5 мегабайта это как-то много. Например, превьюшка вот этого видео весит всего лишь 800 килобайт. Можно что-нибудь найти поменьше, весом, например, 1 килобайт. Что ж, можно сыграть в шахматы.
Да-да. Ссылочку оставлю в описании. Не-хе-хе-хе, сейчас поставлю детский мат ему. Не понял. Ага, значит, коня вывели. Ну, я тогда тоже коня выведу. Так, он пешку просто. Ладно, съем коня. Блин, моего слона. Ёкарный бабай. Кто не понял, моего слона поймали. Ну, выведу слона. Все, мат близится. Ну, все, мат. Что ж, ну, отыграюсь, обещаю. Опять он пешку двинул. Да что ж такое? Еще раз. О! Все, держи, мат. Я на это потратил, знаете сколько? Я на это потратил целых 16 минут. Эти шахматы для своего размера хороши, но тут нет, например... Код тапса, что тапс? И 1 килобайт это как-то много. К примеру, вот этот текст весит тоже 1 килобайт. И это много. Ведь можно уместиться всего лишь 269 байт. Те же шахматы. Что ж, а скоро я покажу вам самую маленькую игру в мире. Ну а перед этим я попросил DeepSeek сгенерировать игру. И он сгенерировал мне Flappy Bird. Игра довольно хороша для своего размера, учитывая, что она весит всего лишь 850 байт. Но так как я идиот, я попросил нейросеть сделать проще. Та-дам! Теперь я могу хотя бы в это играть. Вот, кстати, код. Но нейросети все эти ваши, они багованные, и можно сделать гораздо меньше. Эта игра весит 56 байт. Встречайте, змейка. Для сравнения, вот, 3 команды Hello World весит больше. 2 команды Hello World и 1 чел весит и то даже больше на 1 байт. Вы представляете размер этой змейки? Как они уместили эту змейку? Даже фотки весят больше намного. И притом она полностью играбельна, то есть в нее можно играть, даже умереть. Игра управляется с помощью стрелочек. Ссылочку оставлю в описании на эту игру. Спасибо человеку из GitHub. Спасибо всем за просмотр. Смотрите также эти видео, они очень классные. Ну а я с вами не прощаюсь, ведь увижусь в следующем своем видеоролике. Всем удачи, всем не до свидос.